Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, Таро прогноз, что будет в ближайшие дни. Таро на неделю, что скоро случится или произойдет. Возможно, это будет связано с какой-то неожиданной информацией. Мы еще пока не знаем. А возможно, это и, как знаете, глаза у нас открылись. Известие какое-то получаем, и теперь наверняка знаем, как действовать и, что немаловажно, как не действовать. Ну, давайте с вами узнаем. Не забегаем вперед. И у нас сегодня колода 78 дверей. Метафорические карты, принципиальное значение имеют двери. Заодно посмотрим, да, какие двери открыты, какие закрыты, куда-то сами не пойдем. Но, тем не менее, вначале мы делаем сигнификацию, чтобы понимать, какую историю нам расскажут карты и насколько это подходит лично вам. Конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но может помочь переосмыслить ту проблему или вопрос, который в вашей душе, ну, где-то подзастряла. Поэтому давайте узнаем, а вы перекладываете события вашей жизни на ту метафору, которую нам раскрывают карты. Итак, кто вы? Скорее всего, либо люди, которые имеют богатый жизненный опыт, или буквально люди семейные, пусть вы сейчас один или одна, но явно в прошлом был круг общения. Пусть это будет как круг друзей, надежных друзей, или это у кого-то была семья. И сейчас тоже есть, может быть, семья и вопросы, ну, даже с детьми, с внуками. Меня смотрят люди как из разных стран, так и разного возраста. Кстати, по пажу Пентакли это может быть действительно какая-то новость от вам хорошо известного человека. Может быть, это и друг. По пажам у нас идут именно вести и одновременно иногда дети. Дети, внуки, ну или младшие члены семьи. Может быть, это вы уже занимаетесь, кстати. Для кого-то из вас этот дуплет будет говорить о том, что вы кому-то помогаете, мои дорогие. Может быть, даже не то, что помогаете, если меня более молодой возраст смотрит, это ваша мера ответственности в отношении ваших деток, которые еще пока, ну, несовершеннолетние, например, или пусть они совершеннолетние, но и они сейчас именно нуждаются в вашей помощи. Вот я тут вижу, вы кому-то помогаете. Возможно, вы хотите уже где-то, у кого-то будет вот именно так, что да, или вы планируете с вашим ребенком или с кем-то вот из близких, да, какой-то путь, поездку, может быть и так. Вы планируете, пока еще, ну, не определились, может быть, со сроками, но по восьмерке кубков вот врата, когда открыты, это значит, что мы уже к чему-то готовы. Мы уже где-то внутренне, ну, практически в шаге от того, чтобы это осуществить. Вполне вероятно и обратный момент, когда ну, у каждого по-разному. Может быть, эта помощь, она была, ну, достаточно большая, и вы теперь думаете, ну нет, все хорошо, есть те планы, которые я для себя имею, и я именно хочу как-то вписать, может быть, свою помощь или наоборот, свой план в эту помощь, но как-то все же вас интересует уже что-то другое. Или, может быть, обстоятельства жизни вас заставляет буквально куда-то поехать, и вы планируете. Возможно, это не обстоятельства жизни, а обстоятельства работы, вашей занятости. По этой карте кто-то ищет выход. Выход может быть создавшийся сложный, но отчасти с родственниками ситуации. Запросто такое. И вы ожидаете, кстати. У кого-то эта карта будет говорить, что вы ждете вот-вот, что придет письмо, пакет, какая-то новость, известие. И от этого вы как будто стартуете, да? Вот кто-то может ждать именно по вашему вопросу, который, с учетом карты ностальгии, который тянется не короткое время. То, что вам уже знакомо, может быть, и до боли хорошо известно, но вы понимаете, все равно это более оптимистичные все 3 карты. Поэтому вы понимаете, что да, дождусь я этой бумаги, а потом с низкого старта уже буду что-то осуществлять. Это у кого-то и так. Ну, нам тут деятельная персона, это точно показано. Вы знаете, вы готовы пройти какой-то путь. И вот посмотрите, дверей закрытых нет, да? Здесь как будто мы стучимся. Кстати, это и вы можете куда-то отправлять запрос и теперь ожидаете ответа, да? Но нам же ведь эта карта говорит о том, что это как начало-начал. Мы еще допускаем, что тут что-то может пойти и не так. Мы готовы что-то переделать. Здесь нет, что
Вы знаете, вот как мы уже настроены на определенные действия. Может быть, мы и настроены изначально, но, в принципе, мы готовы корректировать. Потому что Паш– это всегда либо незрелость, либо начало-начал, как я сказала. А раз мы в начале, мы понимаем, мало ли там, что мы еще узнаем. Значит, скорее всего, ну, где-то гибче нам придется быть. И вы где-то к этому готовы, мои дорогие. Но точно так же вы готовы продолжать именно вот то направление, которое вы избрали. Вы знаете, тут пусть нам пока не выпала карта Солнца, но посмотрим, что будет дальше. А это карта ясности. Вот ясность какая-то у вас шаг за шагом, день за днем. Может быть, мы говорим, кто вы. Это то, что есть на данный момент, когда вы смотрите видео. По крайней мере, вы не просто надежду имеете, а явно есть какие-то предпосылки для того, чтобы какое-то хорошо знакомое дело, тема, она начала продвигаться или как-то развиваться. И от этого вы можете быть, кстати, по этой карте чем-то вдохновлены. В хорошем смысле. Это карта, когда мы идем, кстати, налегке. То есть не имеет значения какая-то даже сумма денег. То есть решимость сама по себе, видение целесообразности, а вот деньги у нас приходят как будто потом. Поэтому для кого-то из вас это вопросы работы, необходимого переезда по части работы, может быть и так. Возможно, это у кого-то перемена работы, которая все равно будет связана с какой-то либо вашей деятельностью прежней, либо с людьми, которых вы знаете. Но по этой карте одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Да, вроде дверь стеклянная, но мы все видим, мы все знаем. Мы можем туда, в принципе, войти, если это нам необходимо. Ну вот, наверное, как вот это само изображение, да, когда девушка-неформалка смотрит, что же там делает мастер. А мастер там архара на спине у молодого человека делает тату, да, и можно удивляться, зачем это он так себя обозначил. Но как будто это и не имеет к делу отношения. Ключевая фигура– это мастер. Неважно, вот знаете, это тот человек, который поставил перед собой цель или занят своим, пусть рутинным где-то делом, настойчивости, по сути дела, это карта, которая отчасти приводит и к увеличению дохода, и стабилизации тех вопросов, которыми вы занимаетесь. То есть это будет что-то стабилизировано. И как будто вы уже не зависите от внешних каких-то событий. Или вы, ну, сумеете найти тот фарватер, когда, если придется корректировать, значит, все равно отправная точка– мое благополучие или финансовый вопрос. Но, может быть, поначалу вам может казаться, да, что я еще пока не знаю, получится у меня это осуществить или нет. Но вы видите все правильно, понимаете? Вот это, наверное, самое главное. Ваш настрой на данный период времени. Кто вы? Есть какая-то тема, то, куда вы хотите или двигаться, или что развивать. И вместе с тем, где-то вы не ожидаете того, что сейчас нам пространство звезд набросает в ладони или в наши карманы, да? Нет, такого не произойдет. Я сам творец собственной судьбы. Ладно, кто вы? Есть, конечно, иллюзии, и нам карта говорит о том, что вы можете, кстати, тоже видеть, и, возможно, вы сейчас... Кто-то пишет тезис-план, может быть, буквально на бумаге, пытаясь себя оградить от каких-то иллюзий, вполне вероятно. Две карты, да? С одной стороны, вот эта настойчивость и рационализм, и внимание к деталям. А рядом у нас карта прокрастинации или ожидания какого-то, или ожидания вот иллюзорного успеха. Вы можете даже, кто вы, если мы спросили, вы можете себя сами останавливать и говорить, что нет, подожди, насколько вот то, что ты хотел или хотела, насколько это связуется с реальностью или с теми твоими возможностями, которые у тебя есть сейчас. Вот, кстати, поэтому и могут быть, ну, если не задержки, то вот знаете, как жизнь идет своим чередом. У вас есть планы, и, может быть, даже вы понимаете, если я себе сейчас поставлю четкие сроки, совсем не обязательно, что у меня и получится эти сроки осуществить. Но вы, как на этом низком старте, уже готовы, как только прояснится какой-то вопрос, буквально действовать. Кто вы? Давайте еще достанем карту. Ну, точно. Вот маг, он великий практик. И он именно, ну, можно сказать, ожидает того момента, когда сказать себе «пора».
И, в принципе, это то время, когда нужно строить правильные социальные связи. Где-то первая карта об этом говорит. И правильно взаимодействовать как и с вашими близкими, так и с тем социумом, с которым вы вращаетесь. Потому что люди, все лишь решают люди. Мы это знаем. Может быть, и придется договариваться. Маг к этому готов. Магами не рождаются, как известно, ими становятся. Но и вы-то, мои дорогие, тоже готовы. Если нужно, буду манипулировать. Или я, или мною. Вот кто-то видит абсолютно точно, четко. Может быть, вы сейчас на себя где-то сетуете, что прежде поддались на ожидания, поддались на уговоры, и вы теперь меняете тактику. Потому что вот эта решимость, как новый путь, пусть это налегке даже, мои дорогие. Это, знаете, вот эти две карты с позиции больше «был бы я, и гроши будут». Ну, деньги заработаю, да, вот так. А вот эти иллюзии вы, даже если с такого значения со знаком плюс, когда да, это наша мечта, мы хотим что-то осуществить, но не прямо сразу, сейчас, да, а понимаем, что есть к этому еще условия, а есть еще и предпосылки. И вот пока мы это вместе не соединим, но мы не прощаемся с этой мечтой. Это факт. Вы пытаетесь эту мечту или ваше желание. Может быть, знаете, ну вот как по урану. Уран ведь все дробит, правда? И вот если мы себе поставим цель, то у нас получится это осуществить. Но тут ведь методы важны. Если поставить эту цель, ну, например, да, что бы это ни было, и с тех позиций, где мы находимся сегодня, представить, что это вы делаете какой-то прыжок, вы в большинстве своем, мои дорогие, скажете: да нет, это невозможно, это нереально. А если мы эту цель разобьем на постепенное поступательное движение? Не прыжок будем рассматривать, ну, я аллегорически говорю, а будем рассматривать шаги. Именно шаги. И, наверное, знаете, самое главное от чего-то не отказываться и не топтаться на месте. То есть имеется в виду решимость, да, вот этого первого шага. Даже если вы пока не видите, какой дорогой вам придется пройти. Вот, по сути, это все и есть маг. Потому что он понимает, бездействовать – нет, это не годится. Если какая-то короткая пауза, то надо понимать, зачем она. А если у меня какие-то двери абсолютно точно закрываются, ну так стало быть, я туда и не пойду. Но дело все в том, что у вас как таковых закрытых дверей-то ведь и нет. Единственная стеклянная дверь. Ну вот единственная еще иллюзия, но это не совсем дверь, а это наша ментальность. Ну, а у мага все стихии в руках. Ладно, давайте с вами узнаем. Так а что же тогда, если это где-то подходит, да, вам? Что случится в ближайшие дни? А возможно, что будет меняться. Вот очень интересно у нас с вами первый ряд получился. Что же из ваших задумок будет в прогрессе? Что случится? Как раз в тему того, что вы планируете. Какая взаимосвязь? Ну, по крайней мере, ваша мечта, ваше намерение и цель имеет право на жизнь, это точно. Что случится? Это карта человека самодостаточного и, конечно, финансового успеха. Да, есть в этой карте элемент, как карта эгоиста. В каком плане? У меня все есть, и мне ничего не нужно. Поэтому мы даже в этом, казалось бы, успешном состоянии можем подзастрять, когда мы не хотим ничего менять. У нас что-то получается, и нам кажется, ну так будет всегда. На самом деле нет. Эта карта имеет число 9. А 9 это вибрирующее число. То есть тут, с одной стороны, нам как будто пространство дает, опять же, какую-то возможность. У каждого она своя. Но нужно понимать, что это на короткий период времени. И если мы это не переложим как бы в будущее, не дадим жизнь этой возможности, или не будем что-то продолжать, откажемся, то внешние события тоже нас могут изменить, потому что перемены, девятка, переменчивое число. Что случится? Но, тем не менее, видимо, для большинства зрителей, мои дорогие, с учетом туза Пентаклей, вообще волшебная карта, мне очень нравится. У нас сидит леди, и мы, понятно, по полу карту не рассматриваем, мои дорогие мужчины. Это просто карта успешного и довольного человека. Но это туз, это единица. То есть это все то, что я говорила только что.
Вот есть какое-то благо, есть успех, есть возможность. Пусть это какой-то узкий фарватер, вот как на пороге вы стоите, да. Есть уже то, что вы укрепили или, ну, какой-то ваш, может быть, у кого-то послужной список, да, или построение карьеры, или пусть это ваша экспертность в каком-то вопросе. По сути дела, это ресурсов карта. Так вот, у кого-то ресурс в знаниях, у кого-то, может быть, и конкретно по финансам есть возможность. Так вот, туз– это начало начал. Вот вы должны, то, что я говорила, для самих себя, не случайно эгоиста. Вам именно теперь нужно как перевести в новую плоскость. Или увидеть, что сейчас будет уже из дня сегодняшнего на завтра станет прогрессом. Потому что по тузу Пентаклей мы это вот этот туз, вот это зернышко одно садим в землю. Кстати, у нас все про финансы. А в последующем мы получим финансовый успех или как денежное дерево сумеем взрастить. Но тут нельзя не замечтаться, тут нельзя, с одной стороны, расслабиться, к примеру, потратить деньги. Вот явно нам говорят, что случится. Держи деньги при себе, если финансы, да, или как-то будь внимателен в принципе к тем вопросам, откуда тебе приходят деньги. Удели, может быть, внимание вообще, в принципе, как перестраиваются финансовые системы, а мы ждем цифровизации в целом в мире, да, откуда бы вы меня ни смотрели, из какой страны. Поэтому предусматривается, что для нас новые знания по части финансов, финансовой грамотности тоже будут не лишними. Все двери закрыты, но ключики в ваших руках. Вы все контролируете. Вот как и контролировать, так и начало-начал. Тут, правда, какую-то возможность, что случится, у вас будет, мои дорогие, у каждого своя какая-то возможность вот прочувствовать это состояние. Или, по крайней мере, мы должны, может быть, в чем-то уверенность перевести тоже не просто сама по себе уверенность или самонадеянность, да, а когда для чего это все нужно. Вот такие вопросы придется в ближайшее будущее себе задавать. Точно, потому что, посмотрите, если мы говорили о прогрессе, начинаются с одного пентакля, ну или туз, а заканчивается 10. Поэтому для кого-то из вас ближайшая неделя будет говорить о том, что вы получаете деньги. Или, может быть, это рост вашей популярности, рост дохода. Для кого-то из вас переезд, потому что карта части дома, место нашего пребывания, нахождения. А вверху у нас восьмерка кубков. Это вот для кого-то будет необходимая поездка или необходимый переезд. Или то, что вы планируете в принципе, или о чем вы задумаетесь, может быть, впервые. Или как-то обстоятельства вас вынуждают к тому, чтобы рассмотреть даже те варианты, которые прежде вы, ну, не рассматривали или думали, да, у меня здесь все сейчас очень хорошо, но, наверное, нужно как-то улучшить. Или нужно вот именно с этим прогрессом как-то день сегодняшний переложить в день завтрашний. Безусловно, эта карта говорит о том, что вопросы семьи у кого-то придется решать. И для кого-то из вас, мои дорогие, к вам ваши домочадцы тоже по части финансов могут обращаться. Будьте к этому готовы. Что случится? Ну, вы ресурсные. А вот смотрите, вы какую-то тайну узнаете. Вот у нас стеклянная дверь, да? Вот очень символично. И карта телепортации. Дверь закрыта, но только не для вас. Это всегда то, что нас по двойке жезлов, по крайней мере здесь. Вот шла наша жизнь, представьте, в каком-то ритме, в каких-то рамках, в каком-то эквиваленте. Мы успели к этому привыкнуть. Может быть, мы и думали, ну, пусть бы действительно что-то произошло или прояснилось. Так вот, это происходит. Но это происходит совсем не тем путем, как вы это предполагали. И это может стать отправной точкой нового маршрута или коррекции ваших планов. Но у каждого по-своему, но какое-то удивление явно будет. Удивление может даже, кстати, вас вызывать знакомый человек или какой-то новый, может быть, любовная история, личная, опять же, история. По рыцарю кубков вы можете удивиться, даже когда, знаете, происходит какая-то метаморфоза, когда прежде в какой-то теме вы видели, ну, как полный стоп или барьер, а здесь обстановка резко меняется. Может быть, меняет мнение конкретный человек. Возможно, к вам кто-то приедет, у кого-то будет вот именно так. К вам кто-то едет или вы задумаете вот эту поездку куда-то. И понятно,
У каждого свои сроки. Кто-то буквально сможет поехать на предстоящей неделе, ну а кто-то будет продумывать просто этот вопрос, что-то планировать, готовить документы и так далее. Но вы знаете, тут нужно быть вверху карты иллюзий, а здесь нам показывают рыцаря, да, на коне, в доспехах, как будто мы защищены. Закрытых дверей нет, грот открыт. Ну вот ведь момент. Прежде чем мы войдем в этот грот, нам придется через холодный водопад пройти. Вот такой леденящий душ он может быть. И стало быть, неожиданность на самом деле. У кого-то одна, а потом еще и вторая. Ну, как минимум, наверное, одна что-то вас будет либо удивлять, либо даже если не удивит, а вы вот так рационально посмотрите и скажете: нет, тут мне нужно что-то переиграть. А у кого-то иллюзии, мои дорогие, заканчиваются именно потому, что вот этот ледяной душ. И вы можете прийти к выводу, у кого-то именно так и совпадет. Куда вы, может быть, прежде собирались или с кем встречаться. Вот здесь будет какой-то явный момент, когда вы можете изменить отношение либо к чему-либо, либо к кому-либо от того, какую информацию вы получите. Или это, знаете, иногда бывает, как у нас открылись глаза на что-то. И теперь вы понимаете, что, ну да, и еще пребывать в каком-то состоянии безмятежности, вряд ли мне это будет полезно. Или вот как то, что откроется нашему взору. Может быть, мы буквально куда-то попадаем, и у кого-то из вас проиграется. Вы намеревались куда-то ехать, например, да? Или пусть у вас вы без намерения, но какая-то возможность появляется, а вы до этого времени мечтали. Вы совершаете эту, как поездка в разведку. Видите все своими глазами, и тогда вот этот ледяной душ. Нам ведь тоже говорят, то, что ты увидишь за вот этим водопадом, в этом гроте, который вроде бы открыт, нет закрытых дверей. Это совсем не обязательно, что тебя порадует. Вот у кого-то может быть прощание с иллюзиями, именно потому что мы думали, надеялись, что для нас это что-то либо в пользу, либо это пусть даже для нашего вдохновения, для нашей радости. Вы тут сами что-то переигрываете именно потому, что беспочвенность чего-то можете узнать. И тогда это для вас более сильная позиция. Для кого-то из вас прекращается ожидание, мои дорогие. Иногда двойка жезлов тоже говорит, что мы сидели и ждали. Ну вот как два жезла, допустим, да, а вы вот какое-то время как ходили от одного к другому, не могли что-то осуществить. Правда, какая-то перезагрузка. Вы можете тут уже чувствовать даже, вот кто вы. Мы говорили с вами по верхнему ряду, что, в принципе, вы чем-то занимались, и вы имеете твердое намерение или твердую цель. Но вот, видимо, мелкие какие-то планы или методы вы явно будете корректировать, потому что внешняя обстановка вас заставляет это сделать. И для кого-то вы, допустим, приехали в определенную местность или вы никуда не ездили, но вы совершили важный разговор. Это то, что случится, это то, что на будущее. Состоялась какая-то беседа, и правда глаза открылись, и вы понимаете, да нет, тут что-то не то, тут надо все переиграть. Словно по пятерке кубков нам четко так красноречиво говорят. Прыгать пора. То есть нам нужно сделать то, чего мы не делали никогда. И мы с вами, глядя на эту карту, так и хотим крикнуть вот этой леди, девушке, которая на втором этаже: «Прыгай, чего ты там кричишь, никого в округе нет, никто не придет». Надейся сам на себя, ну или сама на себя. А ей страшно. Вот именно страх сковывает душу и сердце и мешает осуществлению планов. Но вам, мои дорогие, придется делать то, что вы не планировали. Вот где-то так. Или, ну, это имеет огромный смысл, потому что вверху карта мага. Может быть, какие-то новые методы. У кого-то это буквально будет связано с поездками, контактами, встречами. Может быть, нахождение почетного компромисса. Но я бы сказала, тут, если, смотрите, первые три карты, что случится? Как нам говорят, и то, что вы контролируете, и жизнеспособны ваши намерения и цели, и, в принципе, у вас ресурсы есть в руках. А дальше нам триплет показывает, что вдруг какая-то новость или событие,
или то, что вы услышите, или правда вам лично открывается, да, когда вы что-то уже, знаете, как в шаге были готовы осуществить, и вдруг эврика такая, мы понимаем, да нет, тут на самом деле все по-другому. Мы видим, вот как через эту стеклянную дверь, что на самом-то деле тут не все так однозначно. И вполне вероятно, вы будете искать какое-то новое приложение сил или новый вариант ваших действий, или какой-то новый подход. И более того, вам еще и придется на что-то решиться. Это как и решение, так и решимость вот на этот первый шаг. Вот действительно что-то подобное у вас может произойти. И тут ведь действовать придется быстро. По этой карте мы не можем терять времени. Уже как будто огонь подбирается ко второму этажу. Не потерять его величество момент или какая-то случайность ведь тоже может быть, вот с учетом всего-всего. Может быть, буквально спасать себя, свое добро, свою семью. Выходить из какой-то патовой ситуации тоже нужно. Но вот эта вот ресурсность может и говорит, ты тут пока не торопись, вот знаете, как прикрепиться к одному месту, может быть и так, мои дорогие. Ну, для кого-то может быть подсказкой, да. Или если даже как бы у вас сейчас все стабильно, но тогда ключики должны быть в твоих руках, чтобы, если есть, опять же, данность какая-то или обстоятельства, ты мог или могла вот так дверки все закрыть и что-то переиграть, переделать, переиначить, назовем это так. Ладно, давайте узнаем, так чего же ждать в ближайшие дни? Что это вообще? Может быть, нам тут пояснят даже, да? Как что будет меняться? Тут явно что-то будет меняться. Но по всем этим картам это как будто вы сами что-то меняете больше. Пусть это отправная точка информация, но тем не менее. Но вот если поставить перед собой какую-то цель и быть готовым корректировать планы, то вы, как и самодостаточный человек, как и решите многие вопросы, так и по тузу кубков, как рождение человека, да, ну не рождение, тут крещение, но это рождение новой жизни, я немножко неправильно выразилась. Это как, знаете, нас есть то, что радует, это как мы видим уже свои и перспективы, и возможности, но правда что-то доброе, чего ждать в ближайшие дни, чего-то хорошего. И пусть что-то хорошее будет в жизни каждого из нас. Ух ты, а вот она и карта Солнца, правда? Вы отчасти можете, кто-то, по крайней мере, из вас может поблагодарить вот за ту решимость, да, вот этого первого шага, когда налегке. Кто-то из вас себя поблагодарит, что решился на что-то. Ясность, безусловно, наступает. Для вас будет более, может быть, предстоящую неделю прояснены очень важные вопросы, благодаря которым вы можете планировать свою жизнь или, по крайней мере, в каких-то основных постулатах, в основных направлениях на последующие 6-8 месяцев. Да, тут именно что-то у вас как сбывается или появляется какая-то возможность. По аркану Солнце это, конечно, у нас иногда как карта эго, поэтому с эго надо быть очень аккуратным. Тут ведь неоднозначность какая-то у нас появляется, поэтому я уже говорила, самоуверенность это прекрасно. Но вот рядом так это подкрадывается, именно подкрадывается самонадеянность и нам застилает глаза. А тут нет, тут вам надо все контролировать. Но то, что будет радость, прояснение или какая-то добрая весть, мои дорогие, старший аркан. Старший аркан– это, знаете, как само пространство. Меня смотрят люди из разных стран, и дай-то Бог, чтобы воцарился мир для начала, да? Какая-то обстановка прояснилась. Пусть этот мир не будет, так вот, знаете, как подписание документа раз и навсегда, и все вопросы, ну, исчезнут одним махом. Наверное, будем реалистами. Явно это так не произойдет, но пусть, как вот худой мир лучше доброй ссоры. Какой-то первый шаг мы можем сделать миру в целом, да, на- по направлению к тому, чтобы мы были все более счастливы, стабилизировали свое положение. Кто-то находится в сложной очень ситуации, но все равно, когда вокруг не разбери, пойми, что и опасность, то это, конечно, тут в первую очередь не до каких-то планов таких грандиозных замыслов, а тут спасать себя приходится, вот буквально так. Может быть, для кого-то даже спасать себя
За 5 минут до вот решения этого вопроса, за 5 минут до прояснения, до победы. А у кого-то, кстати, вот ваша эта решимость будет означать совершенно иное качество жизни. Чего ждать в ближайшие дни? Смотрите, какие хорошие карты, правда? Если у кого-то стоит вопрос по части дома, место вашего пребывания, у каждого тут свое. Кто-то снимает жилье, кто-то покупает, продает или собирается переезжать, да, или это далекий какой-то план. Но самое главное– прогресс. Вот здесь буквально прогресс. Ведь сама по себе четверка жезлов– это карта дома, часто трактуется, да. И если мы говорим двери, да, двери закрыты, но все, кто надо, они дома, вот именно так. А дверь, она необходима. Как, знаете, такое инструмент самосохранения, ну и самосохранения и всех, кто нам дорог, стабильности, опять же, да. И вообще это праздник после победы, мои дорогие. То есть это какие-то очень важные вехи, которые приходят в стабильное положение. Ну вот правда, как будто во всем мире больше будет ясности, стабильности, или, по крайней мере, первые шаги по направлению к тому, что прекратятся войны, перестанут гибнуть люди. И каждый, даже те, кто находится сейчас в сложной обстановке, которые, знаете, вот больше всех, как под ударом, ну, значит, уже какие-то первые шаги, которые внешне, тут ведь от нас ничто не зависит, правда? Тут зависит от того, как решат на более высоком уровне. И когда мы себе, ну, можем сказать, ну, ты вот сейчас немножко передохни и, в принципе, начинай стабилизировать свою как-то жизнь, да, потому что, ну, уже, может быть, опасность какая-то минует. Вот я такое могу предположить. По крайней мере, все карты нам об этом. Поэтому будем надеяться, конечно, правда, по королю Пентаклей великий консерватор. Но, видимо, сейчас без консерватизма никак не обойтись. Потому что нам и предыдущий ряд говорил, что ты тут сохраняй. Тут еще есть какие-то моменты, которые ты пока даже не предвидишь. И придется корректировать планы, это факт. Для кого-то из вас, возможно, это банально, в ближайшие дни придется отправиться в банки. Кто-то закрывает кредиты, кто-то, наоборот, берет ипотеку, договаривается. Возможно, много будет контактов с людьми, которые наделены и властью, и сферой влияния, но вы решаете вопросы либо по финансам, либо по вашему жилью. Может быть, это связано с работой, опять же, да, если финансы. Может быть, и руководители. Но это словно вы, мои дорогие. Вот есть гроши, деньги, да, а дверь открываете вы. В данном случае в этой карте дверь сейфа, мои дорогие, которая в ваших руках. Приумножить как и свои блага, так и, в принципе, стабилизировать какую-то обстановку, так и очень удачно провести какие-то переговоры, может быть, и заручиться чьей-то поддержкой. И по королю Пентаклей, безусловно, проходят даже наши супруги или люди, близкие нам. Вот у вас первая карта, да, то есть контакты есть, это ваше, может быть, и социум, все то, что я говорила в начале, но это может быть и какое-то контактное лицо, которое имеет в своих руках рычаги влияния, или, может быть, это руководитель на работе. Иногда ведь об этом тоже может говорить карта статусная, все равно король Пентаклей карта. А вот ваша задача, мои дорогие, подбирать ключи. Не время отказываться от чего-то просто потому, что мы не видим, как это осуществить. Не время отказываться от сложных диалогов, мои дорогие. Вот если чего же ждать в ближайшее время. Скорее всего, быть дипломатом, договариваться придется. Но отчасти восьмерка жезлов– это карта скорости, пусть не в этой колоде. Карта скорости и информации. Поэтому чего ждать? Ну, какой-то скоростной информации, если мы так скажем, да, которая вас вынуждает как раз и искать эти ключи. Может быть, это как убежденность в вашей намеченной цели, в которой вы поначалу, ну, может быть, и чувствовали на уровне интуиции или своего житейского опыта. А здесь вы можете получить подтверждение, что да, я права или я прав. Вот это именно направление нужно развивать. Но как с этим взаимодействовать? Вы знаете, по восьмерке жезлов тут может, правда, прийти его величество случай или какая-то неслучайная случайность, когда вам придется куда-то отправиться, чтобы совершить важный диалог. Примите это к сведению, и мы не можем отложить это на потом.
Да, потому что если мы что-то поставим на паузу, или вот знаете, я бы даже сказала, чего ждать в ближайшие дни. Лучше провести какие-то переговоры с глазу на глаз, нежели долго писать какие-то бумаги. Вот эти две карты могут конкретно говорить, что как лучше увидеть своими глазами и куда-то, может быть, съездить. Лучше переговорить с конкретным человеком и какие-то, даже если это сложные диалоги, но тем не менее с глазу на глаз, да, или когда ты видишь человека, видишь оппонента, и значит у тебя тоже есть ресурсы в руках, ты можешь оценивать, насколько, к примеру, ты можешь положиться, или не тебе там сорока на хвосте принесла какую-то новость, а когда ты сам это дело разузнал. Вот разузнавайте сами, нежели буквально мы куда-то отправляем письма. Вот я здесь вижу, понимаете, есть определенный момент, когда, может быть, от какой-то писанины буквально, да, ну вот, может быть, и это касается для тех, кто отправляет резюме в поиске найти работу. Вряд ли оно поможет, по крайней мере, в ближайшие дни. Да, тут нам говорят, что со знаком плюс эта карта проигрывается в одном случае, когда мы по регламенту ждем какого-то документа. Вот регламент имеется в виду какое-то количество дней. Такое бывает. И мы на это не влияем. Значит, мы это получим. Вот в этом нам нужно терпение. Но иногда эта карта будет говорить о том, что мы как просто ожидаем чего-то и думаем, что ну я же отправил там какие-то бумаги, да, я отправил какие-то документы. И если у вас какой-то документ подсострял, да, и вы его ждете реально, то тогда нужно как-то активизировать этот процесс, разузнать, если это долгий период времени, вам как не возвращается какой-то ответ, а почему, по крайней мере. Вот это точно. Тут от вас будет кое-что зависеть. Вот мне интересно, так а что же прояснится в ближайшие дни? Что прояснится в ближайшие дни, в ближайшую неделю? Какие темы? Что прояснится в ближайшие дни? Слушайте, такой волшебный первый ряд, да, вот как есть задумка. У кого-то, ладно, это связано или с вашими родственниками, с домочадцами, или пусть это социум, друзья, да. То есть вот есть ради чего вы, допустим, сохраняли какие-то контакты, если это к близким не относится, или какую-то дружбу вы теперь себе можете сказать за это спасибо, или пусть это, знаете, как-то контакты, которые одновременно, ну, может быть, как общее дело, или когда вы в свое время не отказались от взаимодействия с каким-то человеком, или пусть это будет даже по части работы, вторичного заработка, все-таки денежная карта, вы себе тоже можете сказать спасибо. Благодаря вот, но тем не менее, это когда усиливается наша позиция. Есть и радость, а туз жезлов, смотрите, два туза. Туз кубков и туз жезлов. У кого-то из вас могут решаться вопросы по части личной жизни. Или, знаете, как какая-то важная веха в ваших отношениях. И у кого-то это семья, когда связанная с домом, да, вопросы. Но иногда это может и говорить жезлы, дела, работа, бизнес. И откуда к нам приходят деньги, то вот тогда туз кубков будет говорить о том, что какая-то и ваша ситуация выравнивается. Поэтому для тех, кто ищет работу, главное не сидеть и не ждать. Бумаги в данном случае или какие-то резюме, или отправления, да, вот это вот вообще ни о чем. Потому что как будто люди там работают. Да, нам никто не мешает по этой карте. Каждый занят своим делом. Но, может быть, каждый занят своим делом настолько, что до тех бумаг или той корреспонденции, которая приходит, допустим, в организацию, в офис, а просто руки не доходят. Понимаете? Вот почему вам нужно что-то активировать или активизировать свою деятельность. Но по тузу жезлов это у нас маг, волшебник изображен. Кстати, босиком. И то, что я говорила. Идем налегке. Это имеется в виду, когда мы не чересчур материальные. Есть что-то более важное, а деньги как инструмент– один из способов взаимодействия с миром. Но не деньги ради денег. И вот как будто наш волшебник– это у него в руках магическая сила. Да, двери закрыты, но эти двери подчиняются только ему. Вот пару пассов или кодовое слово, когда он сочтет нужным, и будет пора, и эти двери откроются. Вот так.
что прояснится. Тут действительно что-то по части ваших возможностей проясняется. Проясняется какая-то зависшая ситуация. Вот точно. Солнце, повешенный. Может быть, это вам. Карты тоже подсказывают. Ты тут, если замечтаешься чересчур, или если будешь, я говорила об этом вскользь, думать, что, ну, как вернулись прежние времена, к примеру. Потому что явно какая-то стабилизация, она у нас на предстоящей неделе наступает. И все зависит от нашего восприятия. И если мы думаем, что, о, вот теперь будет именно так, как когда-то. Нет, так не будет. Ты сам себя словно в этот куб помещаешь. Поэтому, видимо, мы живем с вами в эпоху перемен. Все же нужно быть очень внимательным, контролировать все то, что вокруг вас происходит. Может быть, не доверяться слепо всему тому, что мы слышим. Вот, кстати. Потому что сейчас настолько хаотичная информация. Один говорит одно, другой говорит другое. Можно послушать всех, а выводы сделать самостоятельно, я бы сказала так. Наверное, знаете, не подзастрять, потому что вот эта карта эго может для кого-то проиграться, когда я просто жду. Мы об этом с вами говорили. Тогда что-то даже и прояснится, но ну, я тут больше вижу, когда именно какая-то застарелая тема проясняется. Но мы все разные, и для кого-то это будет означать, что ну, некоторое бездействие. Мы, кстати, именно по этой карте можем сами, знаете, ну, буквально с учетом карты Солнца, это, знаете, неконтролируемые эмоции, пойти с кем-то на конфликт, и тем самым мы себя словно помещаем в этот куб. Конкретно карта нам показывает, что человек показывает, демонстрирует фокусы. Он нырнул и держится из последних сил. И есть оппонент, вот лицо этого человека в профиль, очень жесткое, какое-то непримиримое противодействие в отношении того, что он видит. А карты, тем не менее, нам говорят, что воздух на исходе, пора выныривать. И если вдруг что-то пойдет не так, вряд ли человек с таким лицом бросится кому-то на помощь. Ты сам сейчас управляешь своей жизнью. Вот такую подсказочку, мои дорогие, что прояснится. Поэтому бдите где-то и будьте реалистами. Что прояснится еще? А вот как раз и прояснится, может быть, вот этот холодный душ, да? Или куда мы собирались идти прежде. Тут мы можем сказать, да ну его, не пойду. Кто-то для вас поймет, что если вы в какие-то, ну, как двери вам казалось, вы стучались, а все не открывали, вы придете к выводу, что да и мне это 1000 лет не надо. Это мне судьба как закрывала какие-то двери, или их и не было, этих дверей, вот как эта кладка. Тоже ведь нам карта говорит, да, силы как будто у вас хватит, но мы словно не туда эту силу применяем. Сейчас взломаем эти кирпичи, но опять же, то, что мы увидим, не факт, что нам понравится. Куда-то мы и не идем. Может быть, это по пятерке жезлов проходят люди, которые ненадежные. И если, неважно, какие отношения, это как социум ваш, да, или ваши друзья, или по части близких, или какие-то еще контакты. Если прежде была проблема, проблема никуда не делась. И очень символично вот этот период как раз нам и может доставать, как бы, да, планетарные транзиты таковы, что как вот то, о чем мы молчали, кому мы ничего, ну, о чем мы никому не говорили. Здесь как нам отчасти Плутон достает скелеты из шкафа и говорит, демонстрирует даже, ну вот ты зачем это хранишь? Зачем тебе это нужно? Почему ты живешь вот этим? Вот у кого-то будет более такой глубокий вопрос, мои дорогие. Но самое главное, результат, когда вы сами понимаете, вот правда, вы куда-то, вы тут переиграете что-то, что прояснится. Вы увидите нецелесообразность как и ожидания, так и в каком-то направлении приложения сил. И не захотите собой рисковать. И очень правильно. Потому что вверху у нас вот, видите как, и праздник после победы, и солнце. Тут грамотно нужно свои силы приложить. И правда, вам тут придется, как если по этой карте нам говорили, тут не ожидая, тут буквально по-новому прыгаем, мы так не действовали. Четверка Пентаклей говорит и о стабильности вашего положения, но
другие действия. Есть какая-то задумка, но вот ведь не задача. Девушка думает, как войти в эту дверь. Вам какой-то вопрос, мои дорогие, то, что вы хотите осуществить, нужно поставить альтернативно. Не мне нужно в эту дверь попасть, а мне нужно попасть в это пространство. И вы сразу увидите другие возможности. Потому что, понятно, ни дверь не вырастет, ни мы не уменьшимся. А то, что вам когда-то казалось большим минусом, здесь для вас может оказаться большим плюсом. Иными словами, девушка выше, чем этот забор, чем эта дверь. И если просто она смотрит в землю, да, или на эту дверь, и она не видит горизонтов, а если мы начинаем горизонты видеть, то мы понимаем, да нет этой двери, зачем я пойду, и зачем я вообще об этом мечтать и терять время. Сейчас я загляну за этот забор и все увижу. Что там происходит, а потом буду думать, те надо мне это, те не. Ну, как-то так, правда. А если уж точно надо, ну, так перемахнуть этот забор пару моментов, правда? Вот что-то такое. Правда, другой подход. Что же еще прояснится? Ну, не все, наверное, прояснится. Знаете, проясниться может какое-то место вашего пребывания, пусть временного, или какая-то ваша задумка, которая тоже может граничить с тем, что или вы по дому, по семье, по личной какой-то истории для себя решаете и видите, что ну да, может быть, на 100% я с этим не согласен. Но на сегодняшний день в реальности вариантов не очень много. Поэтому какой есть вариант, я с ним и буду взаимодействовать. Тут самое главное – беречь себя. И я всегда говорю по карте Луна, избегайте толпы, избегайте тех конфликтующих сторон, когда одна сторона призывает к одному чему-то, другая, а вот вам нужно между. Иными словами, мы должны попасть вот за эту дверь, а это у нас дверь, да, она закрыта, но это как в башню, как место нашей безопасности. И пусть и дверь покосившаяся, и башня тут как бы прообраз Пизанской, которая типа падает, но тем не менее стоит прочно, еще неизвестно сколько простоит. Самое главное дверь открыть. Понимаете, вам с кем-то будет очень важно договориться. Или продолжать какие-то контакты. И вы, кстати, по этим контактам можете сделать уже выводы. Но вот что прояснится, вы можете прояснить как и по человеку, как и по какому-то действию, по вашим намерениям, как вы будете действовать дальше. Но сказать, что вы раскрываете свои козыри, нет. Вы, скорее всего, тут будете немножко на своей волне. И если были тут ключи, как договариваться придется, так вот карта говорит, страж дверей хамелеон. Придется договариваться с хамелеонами, потому что основная задача, ну, как будто, пусть даже что-то проясняется, мои дорогие, но вот это первые шаги, а потом последует другой период, когда будут более мелкие детали. Но сказать, что обстановка будет такая, вот знаете, для всех, для нас, спокойная какая-то, или когда мы можем расслабиться, ни разу. Здесь будет еще 1000 неопределенностей. Где-то нам придется и подождать, а где-то пройти в укрытие буквально. Ну вот если мы говорим об этих дверях, ну это как задача. Поэтому у вас и наступает это прояснение. Или вам нужно самим быть честным с самим собой. Может быть, это отправная точка, как я говорила, известие. Или когда вы, ну, сами для себя видите явно какую-то перспективу в чем-то, да, но подходы достичь желаемого, они несколько видоизменяются, потому что, ну, жизнь не оставляет других возможностей. Вот есть один фарватер, и по нему нужно пройти, даже если он достаточно такой зыбкий, просто себя беречь. Так что же там прояснится? Но самое главное не бездействовать. Вот смотрите, все позиции, точнее последние, да, все карты последнего ряда нам говорят, с одной стороны маг, с другой стороны, совершенно другие действия, методы, так как мы, ну, раньше так не действовали. Мы можем, да, писать, и нам может казаться, или мы можем ожидать чего-то и думать, что, ну, я же жду, я же все равно что-то проделал. А вот это, видимо, пока не срабатывает, мои дорогие. И мы можем погрузиться в какое-то пустое ожидание. А двери, тем не менее, открыты. Закрытых дверей нет. Понимаете? Или когда мы вот этот, видите, 2 четверки. Чего-то мы не видим в середине, аркан Луна. Но, тем не менее, даже в том положении, если мы
допустим, да, подзастрянем, вот как обдумывая какую-то тему или вопрос, и подходим, ну, с одной какой-то позиции или своей точки зрения. А тут не видя, точнее, альтернативный какой-то вариант, мы рискуем тоже подзастрять, понимаете? Вот какой-то постоянный прогресс с учетом как и отказа от того, что нецелесообразно, но и с другой стороны. Вот вам, как третейским судьей, надо быть для самого себя, для своих намерений и планов. И в то же время какой-то, может быть, и сложный компромисс, по крайней мере, на ближайшее время, вам будет помогать. Давайте еще несколько карт подытожим. Вот все то, что я говорила, да? Девушка когда-то пришла к двери, присела, думая, что она откроется. Вот. Но за этот период и дверь уже заросла, и девушка состарилась, понимаете? То есть корректировать планы придется. Ладно, так что же будет в ближайшие дни, предстоящие недели? Отчасти эта карта тоже ожидание, когда мы можем сидеть и что-то ждать, надеясь на человека. Нам показан вот такой русал. Может быть, это вопросы личной жизни, безусловно. Но такой синеватый у нас русал, как будто тоже задержался в ожидании. Дверь-то ведь открыта. Из всех красок вот этот кубок и то. Это воспоминания. Тут как бы воспоминания это прекрасно, но сейчас тут другие действия требуются. И вот нам снова говорят, ну, как надо и где-то свои желания, намерения причесать в том плане, что если вы видите, что-то настолько долго не осуществляется или была прежде проблема, то не стоит и ждать, и какие-то строить пустые надежды. Вот это факт. И по девятке пентаклей вы сами открываете двери. И у кого-то вопросы как и финансового благополучия, так и вопросы дома. Тут, понятно, и переезда будет, ну, и вообще стабилизации какой-то обстановки. Что еще будет в ближайшие дни? Перезагрузка. Ну вот, наверное, так оно и есть. Нулевой аркан. Видимо, что-то придется, ну не то что завершить. Я вот, кстати, не вижу, что вы тут окончательно что-то завершаете. Нет, вы просто передумываете. Вы какую-то собственную перерокировку делаете. Может быть, вы именно отодвигаете что-то на задний план, то, что сейчас, в ближайшие дни, вам не нужно, не будет прогрессом. Ну, вот на какой-то последующий, может быть, период или в дальний угол стола явно есть какие-то нежизнеспособные либо планы, либо темы. Ну, вот быть реалистом, потому что именно сейчас есть возможность отстроить свое благополучие. И тут будет очень важно и не замечтаться, понятно, по этой карте, и не сглупить где-то, да, быть нужно магом и волшебником. Но что интересно, в ближайшие дни. Вот понимаете, видимо, ваши планы должны быть осуществимы, но пройти какую-то перезагрузку или вы можете прочувствовать в ближайшие дни, словно для меня жизнь начинается как с нового жизненного этапа. И неважно, сколько вам лет. У кого-то это будет взаимодействие с той информацией, которую вы услышите, а у кого-то будет грандиозная коррекция собственных планов. И здесь нет ничего невозможного. Самое главное понимать, что если я пойду, сейчас ногу занесу, то это уже обрыв. И, кстати, в этой колоде у нас такой очень мудрый показан шут в нулевом аркане и ключи в его руках, словно ключи от пространства, от Вселенной. Нет для вас, нет ничего невозможного. Может быть, это связано действительно с какой-то поездкой, переездом или ключевыми персонами, с которыми вам важно самому провести диалог. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.